Улыбнись. До отеля примерно 500-600 метров. Там идти. Погода мрачная. Душно, но дождя нет. Пока ничего интересного. Да. Абсолютно. Нет. Не знаю, что мы здесь будем делать. Посмотрим. В этот раз у нас номер без окон вообще. Выходи, Катя. Не разгуляешься. Надо на карточку ставить. Да. Не, ну здесь... Не, здесь все чисто, да. Но без окон, конечно, непривычно. Ну, вот такой номер. Сейф, тапочки, фен, чай, кофе. Ладно, будем собираться. Куда-нибудь сейчас пойдем. Что сегодня наш второй день в Сингапуре. Вчера мы вышли в город, посмотрели, обалдели от цен. Зашли в ресторанчик. Какой кухни? Йеменской. Ресторанчик йеменской кухни. Взяли 2 курицы. Я курицу с рисом, Катя взяла курицу, просто курицу карри. И 2 стакана воды. Мы отдали $32 за эти 2 блюда и воду. Зашли в магазинчик 7-Eleven. Купили пару орешков, бутылку воды. И 2 батончика. 2 протеиновых батончика. Это стоило 20 с чем-то долларов. Короче, цены тут, я не знаю, ну пока, наверное, это самое дорогое место за наше путешествие. Сейчас вышли поискать завтрак. Ну, не знаю даже, что мы найдем. Будем рассказывать тогда уже по ходу. А вот, кстати, и кафе наше вчерашнее еще не работает. Первые небоскребы. И мечеть. Это называется арабский квартал. Арабский? Арабский. Пешеходная улица. А мы тут зациклены на мусорках. Очень много мусорок. Если тут жвачку нельзя вообще жевать, и вообще, если выбросишь, тебя в тюрьму посадят. Заведения минимальные, и возле каждого по 2, по 3 мусорки еще бывает стоит. Ну как бы перебор. Чего? Поплава. Нам нельзя. В общем, нашли мы завтрак. Более-менее похож на европейский. Да, нет, ну это бы вполне себе все хорошо. Вот картиночки, цены. Начинается любое блюдо от 20 долларов, да. Кофе 5,5, да, $5,5 стоит. Вот. Ну, в общем, дешевле тут, наверное, ничего не бывает. Столовочка такая приятная.
Thank you. Thank you. Заказали шакшуку. Большие порции. Давай попробуем. Это идет Арабская улица. Ну, та пешеходная, это видно, проезжая. В общем, позавтракали мы. 2 яичницы и 2 капучино обошлись нам в $52, именно американских долларов. Ну, как бы совсем не дешево. $52. 65 это сингапурских. А если именно американский, я посмотрел транзакцию, 52. Турецкий магазин. Как будто все тут ожило прям после 10, да? Никого ведь не было. Ну, брат, чисто арабский квартал. Вторая наша точка после арабского квартала. Парк. Форт Каннинг парк. С очень крутой лестницей вверх. Это животное? Ну что? Ну прям настоящие джунгли посреди города. Дорожки переплетаются, мостики. Действительно красиво. На нем какие-то папоротники растут или что это? Очень интересное дерево. В кадре лимонад за $10. Как сказать лимонад? Это вода с лимоном. Да, вода, в нее выжат лимон и добавлен лед. $10. Но на американский доллар, наверное, долларов 8-9, да. На фотографию стоит просто гигантская очередь. Этих фотографий вы у нас не увидите. Все-таки мы встали в очередь. Потому что Катя очень захотела фото. К сожалению, на дроне полетать не получится. Такую вывеску нашли. Очень Лучше жаль. С законом здесь лучше Ну не да, шутить. учитывая нынешние здесь штрафы, не получится. Шли в китайский Вон квартал. этот корабль. Где? А, да, вот и корабль, как раз дошли мы. А вообще мы шли в китайский квартал. Нам надо было по прямой идти. Мы увидели вот такую набережную. Решили немножечко сделать крюк, но пройти здесь. Очень атмосферно.
Уже Сингапур начинает нам нравиться. Fried rice noodles. We have sweet and Ну, sour вот chicken. цены, вот вы Yeah, видите. small, medium, and large. Small tom yum, Yes, small tom $8. yum. $8, sir. Мгм. Then we have also clam soup. Мгм. Also, we have seafood on the other side and non-seafood here. We have some dumplings. We have veggie dumplings and pork dumplings here. Окей. Нет, здесь прям здорово. Вот тут опять же дорого. Можно только посмотреть. Да, очень колоритно. И вот как будто здания действительно какие-то, да, еще старые какие-то стройки. Насколько здесь градусов? А? На пути к китайскому кварталу увидели вот такой индуистский храм. Вообще красивая обстановка. Сейчас попробуем зайти туда. Люди выходят в шортах. И там вроде все в шортах ходят, не знаю. Вон в коротких шортах все были. Непонятно, нам можно или нет. Внутри как будто особенно-то и нечего смотреть. Снаружи вся красота. Seven-Eleven. Ох, хорошо. Сейчас посмотрим водичку. Водичка, водичка, водичка. Самая дешевая водичка $2,5. В прошлом магазине было даже дешевле, да? Да, было 2.30. 2.30. Вот такие вот цены. Кола 0,5 за 3,80. В общем, мы дошли до китайского квартала. Вот ради этого красивого здания мы сюда и шли. Пойдем зайдем вовнутрь. Chinatown комплекс. Наверное, просто магазины, да? Современные технологии. Автомат по продаже подношений. $20, $50. Вот такие штучки. Вот эти много-много маленьких, они одинаковые все. А большие разные. Жалко некому объяснить, для чего тут что. Какие-то места для моления, наверное, с номерами. О, Катя. Так. Ну да, прям. И я говорю, жалко, что некому объяснить, что тут происходит. Или, точнее, что будет происходить.
Но я так понимаю, что, наверное, здесь они молятся в определенное время. Коленями становятся на эти подушечки. И, видимо, все действия будет позже. Салатики. Вроде бы за недорого. А, соус надо выбрать. No sauce. Еще вот что мы взяли. Два таких Боула. бола, да, получилось 20 сингапурских долларов. Но они довольно-таки большие. Выглядит аппетитно. Да, и попробуем. выглядит аппетитно. Мы вернулись на ту же самую набережную, по которой мы шли, на которой мы свернули, когда пошли в китайский квартал. Ну, Вот с того моста мы Да, видео да. снимали, фотографировали. Вот это называется без прикрас и без лоска. Немножечко грязно. Купили билеты на колесо обозрения. Одно из самых высоких в мире. Билеты по 20 долларов человека. А вот главная достопримечательность Сингапура. То ли лев, то ли рыба. Просто о китайских машинах. В Сингапуре их нет просто ни одной. В основном японские и европейские. Ого, а что-то такое едет? Какая-то амфибия на колесах. Неожиданно. Кажется, дождик собирается. Ну, видео не передает, но большое. Сколько как метров? 167, по-моему. 167 или 165. Ну, одно из самых больших.
Я видео снимать. Ждем нашу кабинку. Надеемся, что мы будем там вдвоем. Ура, мы вдвоем. Ой, как здесь хорошо. Здесь прохладно. Все, и мы вдвоем, двери закрываются. Вон бэкстейдж опять. Катя моет ноги. Пока никого нет. А где нам еще ноги мыть? Больше негде. В одном из первых видео мы говорили, что Катю ужалила медуза. Прошла уже сколько? Неделя? Да. Неделя? Да. Сейчас я поверну камеру, покажу вам, что через неделю осталось вот этого ожога. Да, ужасные шрамы, следы. Вот так это, вот Да. так это выглядит. Вот. И не знаю, пройдет ли это вообще в принципе когда-либо, либо останутся пигментные пятна. Это учитывая, что мы несколькими кремами там специальными мажем, чтобы это прошло. Да, ну Да, как тут бы каждый- выглядит каждый- ужасно, если честно. Да. It's the festival of Pariraya Idols Eatery. А вон эта дорожка смотровая. Видишь, которая тоже $25 стоит. Вот мы на вершине. 165 метров. Предложили нам купить совместное фото за $65. Мы отказались. В общем, мы за один день обошли весь Сингапур. Все точки, которые мы отметили себе, мы все посетили за один день. Вышли чуть позже 9 утра. Сейчас уже 10:00, 22:00. 27 тысяч шагов. Но мы посмотрели все. В общем, если есть желание, то за один день можно посмотреть все достопримечательности Сингапура. Завтра у нас остался аэропорт, который мы не успели посмотреть по прилету. Специально отдельно поедем посмотреть. И все.
и дальше, в другую страну. В общем, мы обошли весь район, не нашли ничего приличного, вернулись во вчерашний ресторанчик за шакшукой. В турецке что-то ничего не было приличного. Мы не помним, снимали мы или нет. Снимем еще раз. Вот так это выглядит. Очень вкусно, очень вкусно. Как обычно, дорого. Мало того, что дорого, так еще 10% какой-то сервисный сбор и 9% непонятно, то ли налог какой-то, то ли еще что-то, GST. В сингапурском метро очень удобно, оплачиваешь просто картой и проходишь. Ничего дополнительно покупать не нужно. Маленькая Индия. Там храм. Заказали куриную шаурму с рисом. Получилось 2,40, 2 порции. Первый раз в Сингапуре мы поедим совсем недорого. И выглядит очень вкусно. Ну как совсем недорого? $20. На водичку отдельную за $2. Время 6 утра. Мы выселились из отеля. Едем в аэропорт. Вышли в аэропорт. Впереди у нас новая страна, наверное, самая ожидаемая. Долгий перелет. У нас нет времени записать видео в аэропорту. Запишем по ходу. Симпровизируем. Что ты можешь сказать о Сингапуре? О Сингапуре? Ну, сразу он мне как будто бы не совсем понравился. Но когда мы пошли гулять, действительно очень красиво, необычно. Эти огромные здания с растениями. Технологически очень он так интересно построен. Я в восторге. Ну, есть и, конечно, свои тоже минусы. Это не весь город, не вся страна такая есть. Я так понимаю, такие спальные районы, как мы были вчера. Маленькая Индия там и чуть-чуть грязновато. И, ну, Вообще как-то нас так, не впечатлило, да, уже из последних сил мы туда доехали. Мы вообще пожалели, можно было бы и не ехать. Вот. Напоминает Малайзию. Да, развитая страна.
Ну вот за один день мы посмотрели все достопримечательности. Причем мы ни разу в этот день не пользовались общественным транспортом. Мы обошли все пешком. Отель более-менее расположен недалеко от центра, поэтому все успели. Вот. Что еще хотели сказать, это по поводу цен, ну, как бы в предыдущих видео там будет озвучено. Что касается еды, просто цены какие-то невероятно завышенные, неоправданные, я бы сказала. Вот. Ну, готовить тоже не везде, прям чтобы вау за эти деньги. Да? Да, вчера мы пошли как раз на пути в маленькую Индию. Был торговый центр, мы спустились там в цокольный этаж, там был фудкорт. Вот там, наверное, были самые дешевые цены. Да. Очень много было или местных, не знаю, кто эти люди. Вот. Вот там по $10 была шаурма в тарелке. Это было самое, наверное, дешевое питание за эту поездку. Вот. Ну, как бы тем, кто летит с пересадкой в Сингапуре, вообще замечательно. Кстати, не знаю, знаете, нет, такой лайфхак. 96 часов в стране можно находиться без визы. Просто, скажем так, уведомительный режим. Вы заполняете небольшую анкету на сайте и все, и транзит на 96 часов. Ну, по крайней мере, для граждан России и Беларуси это работает. Да, но единственное, что нужен билет в третью страну. Да, вы не можете прилететь из Вьетнама и улетать обратно в Вьетнам. Это должен быть действительно какой-то транзит. Вот, как раз наш случай. А у нас впереди 7,5 часов перелета. Не знаю, запишем мы еще видео. У нас есть еще одна интересная новость о нашем путешествии. Ну, наверное, попробуем из аэропорта короткое видео еще записать. Вот так выглядит турист, который путешествует с одним рюкзаком. Маленький мук. А сингапурское метро? Как я устал. Впереди еще 2 месяца, а то и больше. А ты уже устал. Ну, я уже устал. Doors are closing. У нас уже традиция. В каждом аэропорту в Duty Free мы обязательно подходим к стойке Tom Ford и пользуемся бесплатными духами. О. Очень удобно.